подготовили мы поршня к установке, установили в них шатуны, поставили мы вкладыши, все смазали, будем устанавливать. Так, друзья, у нас клиент привез блок с ремонта, прошло уже 2 недели. 2 недели я ждал, успел немного почистить, запчасти помыть, пришли нам новые запчасти. Отремонтировал я головки блока цилиндров, частично поменяв седла, клапана. То есть не на всех, которые требовались, мы поменяли. Которые были нормальные, оставили. Клапана старые, просто притерли, поменяли маслосъемные колпачки. Поменяли нам втулки распредвала. Надо будет каналы сейчас продувать хорошенько. Здесь стружки очень везде много. Будем мыть и продувать. Вот так вот отремонтировали блок, поставили сюда втулки, зачем-то 2, то есть и впуск и выпуск, не знаю, то есть восстановили, надеюсь, что качественно. Насколько качественно, время покажет. Вот здесь почему-то шире, здесь уже, там вот немножко углубились. Правильно это, неправильно, судить не могу. Механические вмешательства в блок все равно не есть хорошо, считаю я. Потому как тут уже как рука специалиста дернула, не дернула, уменьшили, не уменьшили размеры. Тут уже все зависит от человека, который делает. Хорошо ли он сделает или плохо. Но мне приходится собирать на это, и соответственно, если что не так, виноват, конечно, буду только я, а никак не тот человек, который вот это вот безобразие делал. Все остальные у нас в хорошем состоянии. А нет, еще вот на 5-м тоже сделали. 5-й сделан уже немножечко вообще по-другому. Видите, темный металл. Все по-разному. Ширина, толщина, цвет металла. Непонятно, почему именно так. Вот это как-то больше внушает доверие. Все ровненько, красиво. А здесь как будто бы, блин, тяп-ляпа готова. Так, друзья, у нас новая гильза поршневая группа, то есть поршня, гильзы, кольца, пальцы. Вот в таком комплекте. Фирмы Мале. Оригинальный номер. Распаковываем. Здесь у нас палец. Установочный комплект резину. Кольцо антифригарное. Поршень с кольцами. И гильза. Так, распаковали мы гильзы. Вот они. Помыли, почистили, продули блок. Продули все масляные каналы, каналы системы охлаждения от стружки. Сейчас мы промерим выступ гильзы. Как это делается, вы можете посмотреть в моих предыдущих видео. Если вы не подписаны, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить все интересные моменты, которые выходят в разных сериях. Так как если я буду, в каждом выпуске буду показывать эти нюансы, будет занимать очень много времени. Поэтому до этого я уже показывал, как делать выступ гильзы. Переходите на видео предыдущее, скину ссылочку.
Смотрите, как это делается, если кому интересно, просто чтобы не было комментариев по этому поводу, почему не замерил и так далее. Все замеряется, и блок, мануал, высып гильзы и так далее. Сейчас промерим и начнем устанавливать. Установили резиночки, смазали их, установили также подъемные кольца и резиночки. Именно таким образом на гильзы смазали резиночки, смазали сами гильзы, устанавливаем их в блок. Следить надо за тем, чтобы шайба не попала под гильзу, между блоком и гильзой здесь. Так, гильзы у нас установлены. Прижали их. Как положено. Переворачиваем блок, устанавливаем распредвал и крыло. Так, мы подготовили блок, то есть перевернули его. Напомню, нам здесь в блоке у нас восстановили втулки распредвала, установили толкатель, подтолкатель блок. На втором цилиндре пуск и выпуск, и один на пятом цилиндре. Установили, мы продули масляные форсуночки. Масляные форсуночки обязательно снимать, продувать надо. Тут маленькие сопла, которые необходимо продуть. Также штуцер. Продули, устанавливаем и затягиваем. Затем устанавливаем толкатель. На места толкателя у нас новый Original. Вот такие. Штуцер в форсунке затягивается 20 ньютонометров. Установили толкатели, смазали мы втулки распредвала. Смазали сам распредвал, устанавливаем его. Так, распредвал у нас установлен. Установили новые вкладыши. Смазали. Устанавливаем коленвал. Коленвал помыли, продули, прочистили. Устанавливаем на место. Так, у нас распредвал, коленвал установлен, установили мы шестерню по меточкам ГРМ выставлен соответственно. Поставили мы прокладочку кожуха маховика. С помощью таких вот еще направляющих ставим кожух маховика на свое место. Сальник установлен. Устанавливаем. Так, установили мы кожух маховика, протягиваем болты 70 ньютонометров. Далее устанавливаем маховик. Предварительно в маховике мы поменяли подшипник и беговое кольцо.
отделе под сальник. Болты маховика протягиваем 210 на 90. Так, мы поставили кожух маховика, маховик. Ставили лапы передние. Теперь ставим двигатель на кожух маховика. Будем устанавливать поршня с шатунами. Так, подготовили мы поршня к установке. Установили в них шатуны. Поставили мы вкладыши. Все смазали. Будем устанавливать. Будем устанавливать блок. Блок поставили в таком положении. Устанавливаем новые болты шатунные. Так, друзья, перетянули мы бугеля шатунные коренные. Установили масляные форсуночки на места. Установили новый масляный насос. Сейчас мы установим маслозаборник, поддон. Также мы установили компрессор, переднюю крышечку с сальником, переднюю крышечку распредвала. Ну и помпу еще пока не затянули. Вот. Так вот у нас теперь он подсобранный. Установили также корпус масляного фильтра теплообменником. Сейчас поставим поддон, генератор, демпфер и привод из коммуфты. Все это установим и будем переворачивать, ставить его на ноги. Так, друзья, до такого состояния мы собрали двигатель. Установили мы поддон, генератор, демпфер, привод из коммуфты, ремни, натяжители поменяли новые. Все, затянули, прикрутили. Ставим двигатель на ноги. На поддон установили мы сюда колечки, прокладочки. Подготовили головки блока цилиндров. Будем устанавливать на место. Вскрываем новенькие болты. Болты ГБЦ. Большая коробка, 4 штучки. Обильно смазываем маслицем, хотя они уже и так смазаны. Шляпки промазываем.
устанавливаем. Затянули на головку блока цилиндров. Собираем, устанавливаем ПЛД секции. Устанавливаем коромысло с мостиками. И накидываем проводку. Все это прикручиваем. Регулируем клапана. И будем устанавливать. Так, установили мы ПЛД секции, установили топливные форсуночки, установили коромысло, отрегулировали клапана, установили также мы уже турбинку. Можем закрывать клапанные крышки, устанавливать впускной коллектор, дискомуфту и сцепление. Так, затянули мы клапанные крышки, установили мы впускной коллектор, установили также вентилятор, дискомуфту с крыльчаткой. Все мы установили, затянули, двигатель собранный, установили сапун и сцепление. Ставим теперь коробку АКПП и будем устанавливать. Установили АКПП. Вот теперь у нас двигатель весь в сборе. Ой, кажется, он у нас стал немножечко побольше. Конечно же, это другой двигатель. Вот такой нам еще привезли. Тот у нас собран. Этот двигатель также появится у нас на канале после того. Также появится и вот этот. Это у нас раскладывал. Приехала машина, диагностировали, нашли причину проблемы распредвала, сняли двигатель, нам подали. Сейчас мы приступаем к разборке его. Разберем этот, разберем вот этот и установим вот этот. Приступаем. Так, друзья, двигатель у нас собранный, коробку мы установили. Везем его на установку. Здесь я в раме поменял трубку воздушного компрессора, поменял я подушки двигателя, одну и вторую. Подготовили мы, поменял я также диффузор радиатора. Устанавливаем.
Итак, друзья мои, проводочку у нас сцепили, прикрутили к стартеру плюс-минус, прикрутили к генератору также, захомутали всю проводку на свои места, поставили мы мочевену, охлаждение и так далее. Все прикрутили в таком в удобном положении повыше. И теперь двигатель устанавливаем на подушке двигателя. Ну вот, друзья, двигатель у нас установлен на свое штатное место. Подушки прикрутили. Теперь прикручиваем патрубки системы охлаждения, впуск, интеркулер, бур и так далее. Выхлоп. Все это устанавливаем. Также установим кардан с насосом. Зальем тех жидкости и будем запускать двигатель. Так, друзья, закончили мы установку данного двигателя. Двигатель установлен. Везде все прикручено. Шланги, хомуты и так далее. Кулиса установлена, выхлоп установленный. Залили мы тех жидкости, антифриз, масло, АТФ-ку. Прокачали топливо, поменяли все фильтра. Будем пробовать первый запуск. Теперь мы выгоняем его на улицу, опускаем кабину, выгоняем на улицу, даем поработать, затем поставим защиты. Будем отдавать. Так, друзья, мы загнали автомобиль. Поработал у нас вчера целый день. Поработал, все хорошо, нареканий никаких нету. Загнал я, проверил на потеки масло антифриза. Все везде хорошо, поставил я защиты на место. Теперь, в принципе, на этом ремонт у нас закончен. Выгоняем, пускаем кабину, выгоняем его на улицу, и ожидает он водителя, который его заберет. Ну вот, друзья, мы закончили сборку данного двигателя, произвели запуск, проверили работоспособность. Все работает, все хорошо, никаких нареканий к автомобилю нету. Мы здесь поменяли топливную, все поменяли, все отремонтировали. Тех, кого интересует все время стоимость работы запчастей, скажу так, ремонт вышел запчастями больше миллиона, там 1 300 000 примерно. Вот. Более подробно не знаю, более точно стоимость запчастей не могу сказать.
И вам, в принципе, это ни к чему, потому как цены варьируются. Можно купить что-то дешевле, что-то дороже. Сегодня одна цена, завтра другая. Поэтому, ну и у вас, соответственно, менять что-то надо, что-то не надо. У всех все индивидуально, у всех все по-разному. Поэтому привязываться к цене той, что, если здесь 1 200 000, значит и у меня 1 200 000, не стоит. Может быть, у вас в 2 раза дешевле, а может быть и дороже. Все тут зависит от меры испорченности данного двигателя. Здесь поршневая негодная была, блок, распредвал, то есть нормальная цена выходит за поршневую и распредвал. Самые большие цены за распредвал и за поршневую. То есть поршня, гильза, кольца в комплекте. Вот. Если у вас хорошие поршня, то у вас будет гильза, кольца. Соответственно, распредвал чаще всего и страдает, выход из строя из-за него. Здесь, опять же, какой вы найдете, что найдете, дешевле, дороже. Вот. В данном случае мы поставили оригинал, то есть в основном все запчасти хорошего, высокого качества. Вот. Поэтому к цене не привязываться. Да, другое дело, что 1,2, 1,5 миллиона, тут в принципе можно купить двигатель и поставить. Но сразу же встает вопрос, что вы купите? То же самое, которое вот-вот скоро умрет. Возможно, купите хороший двигатель и будете ездить и счастливы. Данный владелец решил не рисковать, откапиталить и значит, у него все новые запчасти. Единственное, что мне не понравилось при ремонте, это что ремонтированный блок. Блок после ремонта. Будет он ходить, не будет, время покажет. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока!